Однажды принц Гарри решил сделать то, чего от него никто не ждал – жениться по любви. Не на аристократке, не на девушке из своей среды, а на актрисе из США. С разводом за плечами, с амбициями и с характером. Сначала были аплодисменты, титулы, свадебное платье от Живанши и вера в новую, в современную монархию. Но прошло всего несколько месяцев, и сказка сменилась напряжением. Ссоры с Кейт, холодная дистанция с королевой, медиапауза, а потом громкое возвращение под лозунгом «Теперь мы расскажем все». Дальше интервью, документалки Netflix, подкасты, контракты. На экране Меган, все так же уверенная, сильная и в центре кадра. А Гарри все чаще просто рядом, иногда с фразой, иногда без слов. Прошло несколько лет, и эта расстановка только усилилась. Почему же в новых проектах она сольный голос? В какой момент Гарри отыграл свою роль в ее спектакле? Сегодня мы с вами разберем все. От знакомства до нового шоу Меган. А в финале я отвечу на главный вопрос. Почему Гарри больше не нужен Меган? Смотрите до конца, и вы будете крайне удивлены. Это «История вне времени». С вами Елизавета Карагозова, и сегодня мы говорим о Меган Маркл. Сказки в реальной жизни обычно заканчиваются до того, как успеют начаться, но только не это, друзья. Здесь все как надо. Одинокий принц, актриса с сияющей улыбкой, лето, Европа, бокал розе и подруга, которая по совместительству выступает феей крестной. А дальше магия. Тот самый Эйч. У меня был мой путь. И тут появился Эйч. Во-первых, интересно, что у этой любви 3 версии старта, и спойлер, ни одна не совпадает. По словам самих героев, сначала был Snapchat, потом запрещенная сеть, потом подруга, которая их представила. В интервью же в честь помолвки Меган скажет, что когда ей предложили встречу, она задала всего один вопрос. Он милый? Единственное, что она проверила после, это его страницу в запрещенной сети, где увидела Африку, слонов. Вы его гуглили? Нет. Но я такая вот домашняя работа, такая, посмотрим, что в его ленте. Не что другие говорят о нем, а что он сам размещает о себе. И вот Меган поняла, вот оно счастье. Ну, друзья, потому что именно понятно, потому что именно так мыслят люди, когда их зовет на свидание реальный принц. Они не гуглят, не ищут информацию, просто глянут фото, увидят слонов и скажут, вот оно, остальное неважно. Там были красивые фотографии и снимки природы. В то время он был в Африке. И в этот момент британская пресса вздохнет громко и цинично, да и мы с вами понимаем, что уже тут явно что-то не так. И сразу скажу честно, я за этой историей слежу давно. Меган я помню еще с форс-мажоров, и когда появились первые новости про нее и Гарри, у меня, как и у многих, была чистая радость. Ну правда, красивая, умная, с характером девчонка, и тут история, почти как в кино. Я искренне не понимала, откуда весь этот хейт. Почему столько злости в ее сторону? Долгое время образ Меган олицетворял что-то светлое и вдохновляющее для меня. Но вот когда начала я готовить это видео, ознакомилась с фактами, с хронологией, пересмотрела все их интервью, документалки, с откровениями Гарри, с заявлениями Меган, то стала вырисовываться совсем другая картинка. Абсолютно неоднозначная, конечно, куда более сложная и противоречивая. Потому что бесспорно дыма без огня не бывает. И все вопросы, что накопились у общества к Меган, имеют под собой весомые основания. Поэтому давайте разберемся вместе, а в конце вы напишите, как вам все это. Видите ли вы в ней героиню, жертву, манипуляторшу или вообще что-то свое? Так вот, возвращаясь к знакомству, за несколько дней до вечеринки, где они по одной из версий познакомились, Меган подписалась в Инстаграме на всех друзей Гарри. Она спрашивала у общих знакомых, когда Гарри будет на публичных мероприятиях. Оказалась в Лондоне в точно нужное время. И
если их встреча не план, то уж точно не случай. Меган утверждает, что ничего не знала о королевской семье. Мол, но она иностранка, и вся вот эта шумиха до нее вообще не доходила. Мы тоже иностранцы, до нас все доходило. И вот тут вот всплывает старое фото Меган у Букингемского дворца. А в ее блоге The Tea пост о свадьбе Уильяма и Кейт с подписью в духе волшебство. Позже же подруга с ее первой свадьбы расскажет, что у Меган был любимый фильм «Дневники принцессы» про американскую девочку, которая неожиданно, совершенно случайно становится частью европейской короны. Здесь мы, конечно, не осуждаем, кто не мечтал стать Мией Термополис и не обрести ее вот эту розовую гардеробную, но что забавно, что по случайному совпадению принцесса Диана в подростковом возрасте также была мечтательной девочкой и зачитывалась романами Барбары Картлинг «Невеста короля». У Меган это были дневники принцессы, которые вскоре, так же как и у Дианы, станут достоянием общественности. Судьба любит повторения, только вот если Диана оказалась в этой сказке, скорее всего, случайно, то вот Меган, кажется, знала сценарий заранее. Вопрос к Меган только в том, зачем отрицать столь очевидные вещи. Скорее всего, за тем, что волшебство работает только при одном условии. Ты в него не стремилась. Сказка требует случайности, чтобы тебя выбрали не за расчет, а за чистое сердце. Золушка не может быть той, кто сама заранее написала расписание бала. А вот если выясняется, что и туфельку ты сама подогнала под себя, все вообще рушится. И вот наступает время первого свидания. Они смотрят друг на друга, и Гарри сражен. Меган уходит пораньше, потому что, понимаете, у нее дела. Потом второе свидание. Она приходит, но тоже ненадолго, ей уже в Торонто нужно лететь. Интересно, случайно ли, что там, по словам ее окружения, все еще жил ее бывший парень, шеф-повар Кори, тот самый, с которым, как говорят, она еще продолжала делить одну квартиру в тот момент, когда началась история любви с принцем. Но это все уже мелочи, пока еще все складывается идеально. Между тем, вторым свиданием и поездкой в Африку проходит почти месяц. Они не теряются, напротив, почти каждый день на связи. Гарри потом скажет, что они звонили друг другу по FaceTime, разговаривали часами, и, возможно, это был тот самый момент, когда Меган аккуратно, но уверенно отдалилась и подцепила Гарри на эмоциональный крючок. Возможно, конечно, что это все получилось само собой, без манипуляций и планов. Просто удачно по всем приемам пикаперства сложились обстоятельства. Друзья, согласитесь, такое тоже возможно. Но вот спустя несколько недель Гарри нужно лететь в Ботсвану. И тут, как вы думаете, у Меган с ее занятым графиком и отсутствием времени на свидание оказывается свободная неделя, чтобы присоединиться к нему в поездке. Я должен поехать в Африку по делам. Он сказал, что у него неделя отпуска, и у меня тоже эта же неделя. Спросил, хочу ли я приехать в Ботсвану. Я сказала, дай мне подумать об этом. И сделала это. Вот это совпадение. Именно там, как расскажет Гарри, он окончательно понял, она та самая. И здесь начинается главное. Гарри как будто бы с самого начала видел в Меган новое воплощение своей матери. Независимая, сострадательная, не похожая ни на одну из тех, кого одобрил бы Букингемский дворец. Он видел в ней то, что хотел – спасение. И как только почувствовал тепло, схожее с тем, что когда-то излучала Диана, тут же схватился и, как вы знаете, не отпустил. Позже же он будет рассказывать, что Меган стала для него якорем, что именно она помогла ему выбраться из удушающей системы, что она, его Диана, только теперь он не повторит ошибку отца. Вот так они и начинают встречаться, а после Гарри делает предложение спустя 1,5 года после знакомства. На королевскую семью Меган производит безупречное впечатление. В полном восторге от таких приятных новостей. Его семья встретила меня так радостно. Кэтрин была невероятной. Она была прекрасна. Ее сдержанно, но заметно принимает сама королева. Она приглашает ее в Чешир тет-а-тет, что, как мы с вами понимаем, само по себе почти беспрецедентно. В машине даже есть видео, как она накрывает колени Меган пледом, дарит ей серьги, обращается «my dear», и это больше, чем формальный прием. Даже Диане пришлось ждать месяца аудиенции, а тут почти объятия. Принц Чарльз же ведет ее к алтарю, публично,
торжественно, и этим жестом тоже признает. Если бы действительно семья была против Меган, если бы она действительно вызывала отторжение, свадьбы просто бы не было. Ни арок из цветов, ни камер, ни венчания за 35 миллионов. У Виндзоров есть все рычаги, чтобы свернуть подобную историю задолго до финального акта, но они не свернули. Напротив, они открыли двери, вывели Меган к публике, буквально посадили ее рядом с собой. В первых интервью Меган также подтвердит, что ее хорошо приняли, и она действительно почувствовала себя частью команды. И это, друзья, нам важно с вами зафиксировать. В самом начале Меган была принята по-настоящему, со всем церемониалом, символами и вежливым восторгом. Все выглядело как счастливая новая глава. Важно это сейчас запомнить, потому что все, что случится потом, будет выглядеть как смена лица. Но мы-то с вами знаем, что сменить лицо можно только тогда, когда его сначала показали, когда публика до него дотронулась, поверила и вгляделась. И тогда уже нельзя притвориться, что ничего не было. Кто же сама Меган? Девочка из Калифорнии, из приличного района с образованием в хорошей частной католической школе и четкой целью. Ее отец Томас Маркл, телеоператор, обладатель Эмми на минуточку и человек с опытом и связями. Именно он оплачивал частные школы, курсы актерского мастерства, возил ее на репетиции и съемки. В 11 Меган впервые попадает в телеэфир. Она пишет возмущенное письмо в адрес рекламы, где женщины якобы должны мыть посуду, а не просто люди, именно женщины. После этого Меган приглашают на телевидение. Маленькая девочка против сексизма. Звучит красиво и почти символично. Хотя по другой версии этот сюжет мог быть организован ее отцом. Далее она оканчивает высшее образование в Северо-Западном университете, одном из самых престижных в США. С юности ходит по съемкам, кастингам и находится в ожидании ролей. Первые появления на экране по паре секунд. В 20 лет эпизод в главном госпитале. Потом шоу «Deal on a Deal», где она стоит на каблуках с чемоданом по 12 часов в день и ждет, пока ее выберут. Тогда она просто девушка под номером 24. Фактически телевизионный реквизит. Позже же Меган скажет, что это было очень унизительно. И только спустя почти 10 лет случился настоящий успех. Сериал «Форс-мажоры». Знакомая многим Рэйчел Зейн. Роль, которую наконец заметили. Но до этого, друзья, почти 10 лет экранной тени. И в этом смысле, абсолютно невозможно не признать, что Меган невероятно трудолюбива. 10 лет больших усилий, терпения и силы воли. Мое личное восхищение, потому что я обожаю трудолюбивых девчонок. И Меган была явно не из тех, кому просто повезло. Она действительно работала, можно сказать, пахала, тянула себя как могла. Она переезжала, искала роли, ходила по кастингам и буквально пробивалась. Поэтому сила характера у нее точно есть. Да и с личной жизнью тоже все было в порядке. С Тревором Энгельсом, продюсером с хорошими связями, он продюсировал фильм с Робертом Паттинсоном, например, она познакомилась в середине 2000-х. 7 лет вместе, и в 2011-м они устроили прекрасную свадьбу на Ямайке. Церемония прошла без лишнего пафоса, там был пляж, смех, солнце, шляпки, все как нужно. Все выглядело искренне и по-настоящему. Ну вот, беда, через 2 года развод. Официально непримиримые разногласия, а вот неофициально. По словам окружения Тревора, Меган просто отправила кольцо по почте без разговоров, без «давай проговорим, объяснимся», просто посылка и молчание. После этого она будто выключает старую версию себя. Она удаляет фото, обрывает связи и начинает двигаться к совсем другой жизни. Позже случится другой, гораздо более болезненный разрыв с отцом. Томас Маркл был рядом с ней всю жизнь. Оплачивал учебу, поддерживал, помогал как мог. Но вот всего за несколько недель до свадьбы все меняется. В таблоидах появляются постановочные фотографии, где он сидит в интернет-кафе, якобы изучает королевские протоколы, примеряет костюм, подбирает очки и распечатывает фото Гарри. Все это выглядит крайне неловко, несколько постановочно и, как выясняется, к тому же было проплачено британскими таблоидами. Когда снимки разоблачили, скандал вспыхнул
вспыхнул мгновенно. Образ заботливого отца сменился образом человека, который продал себя за пару тысяч. Томас же позже скажет, что он просто хотел выглядеть достойно. Мол, он очень устал от неудачных кадров папарацци, где его снимают то в домашней одежде, то с пластиковыми пакетами. И вот таким образом он хотел проконтролировать, как его покажут. Вышло же наоборот. И эта история вторая важная точка, где в жизни Меган начинает звучать знакомая нота. Дистанция. Резкая, односторонняя и финальная. Говорят, даже королева тогда посоветовала Меган просто взять и съездить к отцу. Один разговор, и многое можно было бы уладить. Так у них в семье было принято, особенно перед важными событиями, все решить лично. Да так в любой семье принято спокойно, без камер проговорить. Тем более речь шла об отце, который всегда был рядом. Но Меган не поехала, она просто написала письмо. Довольно холодное, выверенное и почти официальное. Там не было ни папа, ни я переживаю, не давай просто поговорим. Томас потом скажет, что это было не примирение, это был как удар. Он ждал звонка, хотел объясниться, но вместо этого тишина. Перед свадьбой же ситуация накалилась. Отец попал в больницу с сердечным приступом за неделю до торжества. В документалке на Netflix Меган покажет переписку, мол, в какой-то момент она поняла, что с другого конца пишет ей не отец. Он называет ее полным именем, чего раньше никогда не делал, не выходит на голосовую связь, а в одном из сообщений вообще фигурирует фраза, что «если я умру, вы хотя бы сделайте грустное лицо». Меган говорит, что это был не он, что ей было страшно, что ситуация вышла из-под контроля. Но при этом всем она к нему не поехала, она не попыталась выяснить, кто и почему пишет ей такими словами. Просто закрыла еще одну дверь. И при этом насовсем. В итоге к алтарю Меган ведет Чарльз, а Томас в этот момент один в Мексике с телевизором смотрит трансляцию. Без звонков, без прощений, вообще без шанса. Потом он будет тянуться, он будет звонить, писать, говорить в интервью, что скучает, что буквально мечтает увидеть внуков, но в ответ тишина. С одной стороны, можно понять Меган, она, возможно, почувствовала себя преданной. Фото в Daily Меган выглядели действительно некрасиво, и, наверное, ей стало больно. Но то, как она это сделала, без слов, без попытки понять, это тоже боль, только уже с другой стороны. И это для нас с вами важно, потому что потом Меган будет говорить: «Меня не услышали, я пыталась стать частью семьи, а меня оттолкнули». И это действительно может быть правдой, но вот проблема в том, что она сама действует почти так же, точно, резко и односторонне. С Тревором, первым мужем, это осталось между ними, а вот с отцом увидел весь мир. И здесь впервые становится заметно, у Меган или все, или ничего. Но дальше будет свадьба. Правда, до нее еще один виток напряжения. Первые ссоры, первые заморозки и начало той самой холодной волны, которая еще долго будет накатывать и на Меган, и на весь дворец. Если, друзья, вы досмотрели до этого момента, большое спасибо. Я думаю, что вы заметили, что я и моя команда очень стараемся вкладываться в качество контента. Мне искренне важно не просто рассказать биографию, а сначала понять героя, рассмотреть ситуацию со всех сторон, глубоко погрузиться в его жизнь, а уже после поделиться этим пониманием с вами. Мы с командой принципиально не уходим на платные платформы вроде Boosty, потому что верим, что качественный контент должен быть доступен каждому. Но чтобы канал жил и развивался, чтобы все эти истории продолжали звучать, мне действительно нужна ваша поддержка. Если вам близко то, что мы делаем, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Это не просто ради статистики, ваш голос буквально необходим. Он дает смысл всей этой работе. Спасибо. Они поженились, и это было красиво. 35 миллионов фунтов, шлейф 5 метров, хор из капеллы Святого Георгия и лица полные надежды.
Вся Британия смотрела, кто-то с восторгом, кто-то с подозрением. Потому что одно дело история любви, и совсем другое новая герцогиня, которая чуть ли не на следующий день после свадьбы начала вести себя как продюсер на собственной премьере. Уже тогда появились первые сигналы, что эта сказка не будет ни диоровской, ни диснеевской. Список гостей на свадьбу вызывал первое изумление. Джордж и Амаль Клуни, Опра, теннисистки, коллеги по сериалу. Все бы ничего, если бы они с Гарри действительно были близки с этими людьми. Но часть из них пара, по данным британской прессы, лично даже не знала. Клуни, по слухам, вообще потом признался, что не понял, почему его позвали. Но подумал, что если зовут, то грех не прийти. Это была свадьба в духе Голливуда, перенесенного в Виндзор. Безусловно, красиво, громко, с лоском, но немного без корней и искренности. А где начались первые трещины, так это не в гостях и не в списке приглашенных, а в человеческих связях внутри дворца. Отношения с Кейт. Формально все вежливо, они улыбаются, машут, позируют, но внутри начинается молчаливая война. Кейт, как мы знаем, воплощение британской аристократической сдержанности. Улыбка по протоколу, дистанция, разумеется, внешнее спокойствие. Меган же американка, она прямолинейная, любит говорить по душам, шутить, обсуждать личное. Проблема в том, что британская королевская семья не обсуждает личное, уж тем более гормоны. А Меган, по словам Гарри, однажды сказала Кейт после родов: у тебя бэби-брейн, дорогая, намекая на эмоциональность и уязвимость Кейт. И получила в ответ ледяное: мы не настолько близки, чтобы говорить о моих гормонах. Конфликт был налицо. Позже Кейт принесла Меган цветы, и они вроде помирились, но осадок остался. И именно с этого эпизода начинается внутренняя фронта. Без оскорблений, без громких скандалов, просто дистанция, напряжение и ощущение, что в этой семье Меган не рады. Но потом еще более забавная история. История с Тиарой. Меган захотела на свадьбу изумрудную. Яркую, блистательную, загадочную. Проблема в том, что происхождение этой тиары было мутным. Кто-то говорил, что она из России, кто-то, что это вообще конфискат после революции. Сами понимаете, корона не надевает вещи, способные вызвать дипломатический скандал на самое громкое событие года. Гарри же возмутился: моя невеста получит все, что она хочет. А служба ювелиров, помощники, архивисты все попали под пресс. Меган буквально требовала. А когда служащая отказала, Гарри, по словам очевидцев, просто сорвался. Скандал мигом прокатился по коридорам и дошел до королевы. Она отреагировала коротко, без истерик, но вполне ясно. Меган не может всегда получать то, что она хочет. И это был первый, по-настоящему холодный ответ системы. Второй был по еще более интересному поводу. Диффузор здесь стоит неспроста. Часовня Святого Георгия – место, где женились не просто люди, а династии. Воздух сам по себе там пахнет историей. Но Меган сказала, пахнет не тем. Ее команда обратилась к организаторам с просьбой установить в храме ароматические диффузоры. Не просто диффузоры, еще и с конкретным ароматом, конечно. Лаванда, мята, цитрус, которые символизируют чистоту, свежесть и расслабление. Пахло бы, как в дорогом спа. Только Меган, это часовня, это не спа. В церковных кругах эта новость вызвала шок. Королева глава церкви, а часовня – это не место для ароматерапии. Там не маскируют запах, там молятся, и воздух там не для эстетики, он несет другую функцию. Так церковь осталась церковью, свадьба прошла по плану, а самое интересное только впереди. Следующим шагом Меган стал отказ от наставницы. Обычно каждому новому члену семьи назначают куратора, человека, который помогает с этикетом, графиком, традициями. Такая дама помогала в свое время и Кейт Миддлтон, и Саре Фергюсон адаптироваться к правилам и, разумеется, минимизировать ошибки. Меган отказалась. Она сказала, сама я разберусь с этими правилами, и ей позволили. Как будто бы даже эта ситуация показывает, что ее решения уважали, принимали, а личные границы никто не нарушал. Итоги этого отказа мы совсем скоро разберем. Ситуация же продолжала накаляться.
Сассексы затеяли гигантский ремонт в коттедже Фрогмор и съехали из Кенсингтонского дворца. Вроде бы по логике им нужно было уединение, ребенок уже был на подходе, хотел свою территорию. Но внутри семьи все понимали, это не просто дом, это дистанция. С Кейт и Уильямом особенно. Фрогмор же был отремонтирован на деньги налогоплательщиков. На него потратили 2,4 миллиона фунтов. В прессе начали появляться заголовки о том, что личная студия йоги и полный ремонт коттеджа выглядит немножечко too much для пары, которая еще ничего не дала обществу. На мой взгляд, это заявление спорное. Наверное, ездить в отдельную студию на занятия под прицелом всех этих папарацци несколько раз в неделю удовольствия мало. Уж тем более для ментального здоровья, что в целом подразумевает практика йоги. Тут мы Меган немножечко поддержим, но вот в моем понимании too much была не студия йоги, а совсем другая ситуация. История одной маленькой записки. Звучит пока не очень интригующе, но подождите, дьявол кроется в деталях, а Меган, она, как покажет этот выпуск, в них проявляется. Герцогиня написала записку помощнику: заменить цветы в гостиной, ей, мол, хочется сирени. Обычный стажер ответил: принято, мисс Маркл. На следующий день ему пришел официальный ответ. Просьба использовать правильный титул Her Royal Highness the Duchess of Sussex во всех внутренних и внешних документах. Это была записка про сирень, но вот после нее все поняли, кто здесь кто. Из таких вот моментов и начал складываться образ сложной герцогини. Потом же начались эти истории с ассистентами. Один из них позже скажет: работа с ней — это как будто бы сдавать экзамен, не зная предмета, а после сдавать его еще раз 5. Несколько сотрудников ушли, и не просто они уволились с криками, ушли в слезах. Одна из помощниц, как позже выяснилось, была опытной, работала давно и на несколько членов семьи, но вот в Фрогморе задержалась меньше полугода. Она говорила, что чувствовала себя персоналом, а не человеком, и что запросы Меган приходили в любое время суток, что ошибки не прощались, что настроение менялось, что не было спасибо, было только не то. Сотрудники же дали ей прозвище Duchess Difficult или сложная герцогиня, и не из-за зла, а из-за усталости. Позже же их подхватила пресса. Гарри в эту историю не вмешивался. Позже, уже после интервью Опри, в прессу утекло, что жалобы о травле сотрудников были оформлены еще в 2018-м, но Букингемский дворец тогда решил вот эту вот всю волну вокруг скандалов не поднимать. Скорее всего, не потому, что защищал Меган, а просто не хотел конфликта, не хотел в заголовке то, что лучше в тени оставить. И тень эта, надо сказать, действительно росла. От всех этих историй становится совсем неприятно, так как я вообще не понимаю, как можно не уважать людей, которые день за днем делают твою же жизнь комфортнее. После Меган скажет, что это все ложь, что наоборот ее отравили, а не она, что никакой жесткости не было, что все происходило, это была реакция не на ее действия, а на нее лично. Но вот система помнит помощниц, помнит мейлы в 5 утра, помнит, что не все ушли, но точно выгорели. Позже Меган будет также утверждать, что отношение в семье и прессе начало меняться именно после поездки в Австралию. Они вели себя очень доброжелательно, но все по-настоящему изменилось после нашего тура по Австралии. Именно тогда, по ее словам, во дворце почувствовали угрозу. Тур, надо сказать, получился громким, медийно мощным, и вдруг началась повторяться история, которую королевская семья уже когда-то проживала. Диана и Чарльз, разумеется. Правильная сторона и неправильная, как мы все помним. Только теперь все камеры на Меган с Гарри. Цветы, слезы, восторг и толпы. По популярности они начали затмевать Уильяма и Кейт. Но последней каплей, как скажет Меган, стал эпизод с мероприятием в Букингемском дворце. Заголовки на утро после мероприятия не про монарха, не про события, а про наряд Меган.
Про ее улыбку, про нее саму. На первой полосе Меган, а не королева. И вот с этого момента, как говорит она, двор будто бы принял решение. Выдавить ее, затушить, показать, кто здесь главный. Конечно, не прямо, а через утечки, таблоиды, холодные взгляды. По-тихому, но целенаправленно. Дальше же случилась депрессия. По словам Меган, она началась почти сразу. Давление, критик, вот все эти правила. Она просила помощи, но не получала. Хотя наставницу от самой королевы, напомню, она отвергла. Параллельно яркие цвета запрещены, но на деле изумруд, малиновый, алый Валентина, платье с разрезами, с акцентами, с посылом. И посыл был понятный. Я здесь, я вижу камеры, и я не растворяюсь в толпе. Публика же реагировала нервно, особенно на фиолетово-красный в Бирмингеме. Газеты писали слишком, а соцсети Меган затмила всех. Еще же был ее любимый черный. У Виндзоров он вообще для траура, но Меган выходит в Total Black, потому что это стильно. В мире, где даже длина рукава имеет значение, это уже не просто стиль, это манифест. Нарушения считали поштучно. Держит Гарри за руку – нельзя. Трогает живот – нельзя. Сама закрывает дверь машины – возмутительно. За первый год 18 нарушений протокола. Прессу это, как вы понимаете, заводило будь здоров. Можно сказать, что правила жесткие. Но Меган не девочка. 34 года на минутку. Высшее образование, опыт работы в Голливуде. Неужели она правда не понимала, куда попала? Или очень хорошо понимала и просто не собиралась соответствовать? Тем временем из команды начали уходить люди. Один за одним. И помощница, и пиар-директор, и кто-то еще. Продолжали говорить, что это грубость, давление и неблагодарность. Опровергнуть некому, у всех NDA. Далее новый акт протеста. Королевская семья собралась в Балморал. Королева по традиции каждый август звала всех в Шотландию. Это был такой тихий семейный отдых с чаем, с охотой, с пледами. Все, что ты ожидаешь от пожилой женщины с железной дисциплиной. Королева пригласила и Меган с Гарри. Даже отдельную комнату для их няни приготовила. Но ответ пары был холодным. Не приедем, ребенок мал, а дорога долгая. Через 2 недели появились фото. Меган и Гарри тусят на Ибице, потом в Ницце. Частные самолеты, шляпы, SPF, все как нужно. Возможно, конечно, Ибица более заманчива для кого-то, чем Шотландия, хотя спорно, конечно. Но отказывать королеве, сами понимаете. Она же ничего не сказала, просто больше не звала. Но вот британская пресса этот отказ запомнила, потому что поездки в Балморал это ведь не про отдых, это ритуал. Из «Короны», если вы смотрели этот сериал, мы все о нем знаем. Это важно для семьи, которые не так часто проводят время вместе. И вот здесь начинается главный парадокс. Меган ведь заранее знала, куда шла. Она смотрела свадьбы, стояла у Букингемского дворца, читала блоги и мечтала. Но оказалось, что внутри совсем не как в дневнике принцессы. Там и холодно, и сложно местами, и, возможно, даже жестко. И кажется, именно это включило в ней защитный рефлекс. Контролировать, отстраняться и атаковать первой. Я в этой истории все чаще ловлю себя на мысли, что между Меган и Дианой, возможно, больше общего, чем может показаться. Не по формату, не по эпохе, а вот по внутреннему ритму. Обе чужие в системе, где нужно быть тише воды и ниже травы. Наш большой выпуск о Диане уже есть на канале, поэтому если вы не видели, посмотрите обязательно. Там мы также говорим, что не все так однозначно и в случае с Дианой. Но, тем не менее, 15 лет в тишине, как Диана, Меган не сидела, и первый публичный вызов прозвучал еще до Мегзита, во время турне по Африке в 2019. В интервью для документального фильма Меган вдруг нарушила главное правило королевской семьи – never explain, never complain. Никогда не объясняйся и не жалуйся. Глядя прямо в камеру, она сказала: «Спасибо, что вы спросили. Немногие это делают. Я не в порядке». Yeah, well, I guess, and also thank you for asking, because not many people have asked if I'm okay. Для публики это стало шоком. В момент, когда они с Гарри посещали беднейшие регионы Африки, герцогиня открыто начинает говорить о собственной боли. Она выглядела уязвимой, искренней, но вот в глазах части британцев неуместной, жалующейся и чуждой духу монархии. Так впервые стало ясно: Меган больше не будет молчать. Это
уже не сказка, это уже драма с продюсерами, NDA, интервью и контрактами на миллионы долларов. Все началось с побега, в прямом смысле. Сначала в Канаду, потом в Лос-Анджелес. Потом случилось заявление в запрещенной сети, мол, мы отныне не работающие члены королевской семьи. Иногда, правда, кажется, что в этой истории Гарри спасал не только Меган, он спасал и Диану, ту самую девочку в сердце матери, которую не услышали и не защитили, не удержали. Меган как будто бы стала зеркалом старой боли и шансом переписать прошлое. И когда Гарри говорил, что боится повторения истории, скорее всего, это была не просто фигура речи. Это реальная попытка спасти кого-то заново, только вот теперь уже вовремя. Тем не менее, Гарри с Меган, ребенком и тревогой на лице оказываются в чужой стране. Без охраны, без зарплаты и без четкого понимания, кто они теперь. Частные лица или бывшие члены династии. И что вообще значит быть частным лицом? Гарри сам потом скажет в интервью, что в 36 лет не знал, как обеспечить семью. Никогда не думал о деньгах, он жил на наследство матери, а теперь должен быть вот этими вот мужем, отцом и, главное, независимым главой семьи. Хотя и тут пустого драматизма хоть отбавляй, ведь Гарри унаследовал от матери, минуточку, около 13 миллионов фунтов, что эквивалентно примерно 17-12 миллионам долларов. Эти деньги в свое время были вложены в специальные трастовые фонды, и к моменту его 36-летия проценты и накопления сделали его вполне финансово независимым. В интервью же Опри Гарри скажет, что наследство Дианы и оставшиеся инвестиции позволили им первое время обеспечить себя. И, как он говорит, без этих денег они бы вообще не выжили. Сумма, я вам скажу, и правда близка к прожиточному минимуму. Ну, что тут скажешь. Тем не менее, доедая последний хлеб, они сначала поселились в Канаде, но потом срочно переехали в Лос-Анджелес, потому что информация о месте жительства в Канаде просочилась в прессу, а охраны у них не было. Оказались, собственно, без крыши, без плана, и вот тут вот внезапно, практически как в сериале «Форс-мажоры», почему бы и нет, появляется тайный герой. Нас выручил некий удивительный друг, которого мы никогда не встречали, но который верит в нас. Некий друг Меган, голливудский продюсер, зовут его Тайлер Перри. И он тут вот с щедростью отдает им свой огромный особняк за десятки миллионов долларов и предоставляет охрану. Ну, просто так, без аренды, без сроков. Гарри же пишет стори с благодарностями. По ощущению, как будто его спасли, как в фильме «Катастрофе». Только вот вместо кораблекрушения здесь случился гигантский провал в институциональную бездну. Все же, на чем они теперь могут заработать, это имя. Принц Гарри, Меган Маркл, бывшие герцоги. Люди, которые вышли из самой консервативной системы в мире и теперь могут рассказывать, каково это быть внутри. После этого началась новая жизнь. Гарри и Меган подписывают контракт с Netflix на 100 миллионов долларов. И, конечно, случается та самая знаменитейшая беседа с Опрой, где белые стулья в саду, крупные планы, медленные паузы. Меган, беременная вторым ребенком, драма Квин, а Гарри напряженный сидит рядом. Опра невероятно сосредоточена. Атмосфера, как будто сейчас раскроется заговор века, не иначе. И в каком-то смысле раскрылся, ведь Меган говорит, что в королевской семье были обеспокоены цветом кожи их будущего ребенка. Кто-то, мол, внутри семьи задал этот вопрос Гарри. Имя, правда, не назвали, но Опра реагирует: «What? What?» И камера делает зум на глаза. Момент сделан. Интернет взорвался, а британская пресса в истерике. Кто, когда, почему, непонятно. Обвинение без конкретного имени, времени и адресовано всем и никому. Гениальный ход. Правда, все-таки они уточняют, что это точно были не бабушка и не дедушка. Впоследствии же принц Уильям публично опроверг обвинение в расизме, заявив, что мы совершенно не российская семья. Но дальше начинается еще больше противоречий. Меган утверждает, что она не знала, во что ввязывается, и как тяжело ей было молчать и бездействовать. И тут вот она сравнивает себя с русалочкой, которая влюбилась в принца. Но теперь вы понимаете,
что и голос вернулся, и совсем скоро окажется, что русалочке с ногами и голосом и принц этот уже больше не нужен. Далее становится еще драматичнее. Меган говорит, что была в изоляции, что просила помощи и не получала, но вот при этом продолжала работать, проявляться на мероприятиях и терпеть необоснованную критику. А еще отказываться от наставницы, как мы знаем, организовывать ремонты, мунштровать, между прочим, так где-то персонал. Согласитесь, очень трудно быть жертвой такой жестокой системы. Но на этом медийные активности не заканчивались. Документальный сериал «Меган и Гарри» от Netflix становится хитом, но вот внутри него тоже дыры да дыры. Начинается она крайне эпично. Ну, камон, Гарри, ну как так? Ты все еще в это веришь? Далее больше. Меган говорит, что она никогда бы не пошла на такие жертвы, если бы знала, что ее ждет. Но ведь ей, друзья, 36, не 16. С медийной работой и полной осведомленностью о том, как работает пресса. Вся ее карьера была построена на публичности. И вот внезапно она у нас жертва. И случается еще один эпизод, который зрители вряд ли забудут. И мне он резанул глаза, будь здоров. История с реверансом. В документалке Меган вспоминает, как Гарри ей сказал, что мы сейчас едем к бабушке, к королеве. Ты умеешь кланяться? Она, по ее словам, решила, что он шутит, потому что она американка, а реверанс бабушки у нее скорее ассоциируется с тематическим рестораном, чем с реальностью. Она попыталась воспроизвести вот этот самый первый поклон перед камерой с такой наигранной, пафосной театральностью, что в этом моменте вся сцена Меган буквально смеется и делает поклон, как на школьной сценке, а вот Гарри выглядит крайне смущенным. В Британии просто скандал, потому что для англичан поклон королеве — это не театральный ритуал, это символ исторической преемственности. Не просто поклон бабушке, а жест системе, традиции, монархии. То, как Меган это преподнесла, выглядело просто как насмешка. По слухам же, пара получила от Netflix от 50 до, внимания, 100 миллионов долларов. Эти деньги позволили им наконец-таки съехать из дома знакомого и купить уже собственный особняк в Монтесито за 20 миллионов долларов. 9 спален, 16 ванных комнат, винный погреб, библиотека, кинозал, чайный павильон и участок в почти 3 гектара. Меган ведь говорила, что хочет тишины и уединения, и вот она, та самая американская версия дворца. На фоне этого сравнивать коттеджи Уильяма и Кейт Аделаида Коттедж, который находится в 10 минутах от Виндзорского замка, неуместно. Небольшой, скромный, почти сельский домик. Контраст сильнее любого заявления. И кажется, что в этот момент Гарри окончательно понимает, что вернуться он уже не сможет. И вот чтобы укрепить точку невозврата, он пишет книгу «Spare» или «Запасной». И вот тут начинается полнейший сюрреализм. Гарри пишет сам, или почти сам. Эти мемуары выглядят как смесь дневника подростка, жесткой психотерапии и рандомного потока сознания. За 20 миллионов долларов аванса Гарри рассказывает о том, как однажды поссорился с Уильямом, и тот швырнул его на пол. Рассказывает, что также на полу у него случился первый опыт с женщиной, которая обращалась с ним как с жеребцом. Парень просто сорвался, и, скажем мягко, кто-то счел это эмоциональной честностью, другие же нездоровым переоткрытием границ личного. Это очень интимная, местами болезненно неловкая книга. И все же она попадает в топы, потому что людям хочется подглядывать за монархией. А Гарри позволяет им это делать, но с пометкой «за деньги». Тем временем Меган уже не просто герцогиня, она медийный бренд. Контракт со Spotify на 20 миллионов, громкие гости и разговоры про ярлыки и личный опыт. Все вокруг нее, но подкаст проваливается, контракт разрывают, и Меган переключается на новый формат – кулинарное шоу, где дом мечты, пастельные тона, джемы, посуда ручной работы, все красиво. Только вот Гарри уже где-то сбоку. В кадре есть, но уже не в центре. И дальше случается новая Меган. Новое шоу, новый стиль, и она перезапускает себя как бренд, как голос, как идею. А вот Гарри, он больше не часть этой истории, даже не на заднем плане.
В какой-то момент все стало очевидно. Меган уже не герцогиня, не жена принца, а главный персонаж истории. И сцена теперь принадлежит ей одной. Гарри словно где-то рядом, за кадром, за стойкой с медом, но уже не нужен, даже как фон. Его больше не ставят на афиши, не цитируют в пресс-релизах и не ведут с ним шоу. Это уже не дуэт, а сольный проект. Слухи о разводе расползлись как плесень по старому дворцу. Пока они вместе появляются только на архивных фото. В реальности же он в Лондоне на мероприятиях, она в Калифорнии, где все чаще звучат слова бренд, линейка, компания. Новый же проект As Ever не про Гарри. Это уже кулинарное шоу, лайфстайл-бренд и потенциальная империя органического джема с монархическим флером. Ирония в том, что началось все с лозунгом «Мы хотим уединения», а вот закончилось запуском бизнеса, где имена детей стали частью маркетинга, а солдаут случился в первые несколько часов до старта продаж. Само же шоу обещает продукты локальных брендов из Монтесита, но местные фермеры говорят, никто с нами не связывался. В кадре нет ни одного реального производителя, ни одного упоминания поставщиков, только красивая посуда, небрежно разбросанные лимоны и идеальная сирень у окна, надеюсь, с правильной запиской. Все больше похоже не на проект, а на Инстаграм пластиковый фасад. Но финальная сцена стоит отдельного упоминания. Меган Маркл ест Jack in the Box, шутит гостья. И здесь важно уточнить, что Jack in the Box это не модный органик бренд, а самая обычная американская сеть фастфуда. Как бы символ простоты, доступности и повседневности. Такой, знаете, как вот в фильмах бургер на американской заправке между сменами у рабочего. И в этой шутке от Миди не столько ирония, сколько попытка сделать Меган ближе к людям. Но вот Меган с улыбкой и чуть-чуть высока так отвечает: я больше не Маркл, я теперь Сассекс. Funny too that you keep saying Meghan Markle. You know I'm Sussex now. Кто тут своя вообще Минди? Ты о чем? Как будто бы Меган сама не до конца решила, кто она теперь, девушка с подкастом или герцогиня с товарным знаком. Самое же болезненное в этой истории – это использование детей. Арчи и Лилибет – лица сайта. Они фигурируют в фотографиях, в описании, в кадрах. Хотя пару лет назад Меган и Гарри судились за публикации снимков Арчи и громко говорили о праве детей на личную жизнь. Напомню, право на приватность было важнейшей мотивацией покинуть королевскую семью. А о том, что детей нельзя показывать в кадре, так как у них нет пока возможности принимать собственные решения на этот счет, они вообще говорили неоднократно. Поэтому вопросов у общества стало больше, и на свет выходит очередное глубокое противоречие. От давления в королевской семье они пришли к мягкой эксплуатации образа ребенка ради продвижения бренда Меган. Гарри же, по слухам, против такого подхода, но Меган взяла все под свой контроль. Ее команда якобы даже уже использует сгенерированные ИИ изображения, чтобы поддерживать образ идеальной семьи. И это ставит Гарри в еще более сложное положение. Он либо уступает жене, либо просто не может ей противостоять. Но, как вы можете заметить, Гарри в этой истории начинает как будто бы растворяться. Он молчит, он не участвует в медийной активности, он уже не нужен. И если раньше их проект был вдвоем против всех, то теперь он выглядит как одна против всех, и за кадром тот, кто уже не мешает. История о любви стала сериалом, но жанр сменился. Теперь это не драма о принце и актрисе, это сольный спин-офф, где даже прошлое декорация, а будущее все сильнее похоже на маркетинговую стратегию. Меган умеет управлять вниманием. У нее, согласитесь, красивый поставленный голос, улыбка, умение держаться перед камерой. И ей этого достаточно, чтобы снова оказываться в топе трендов. Это не у каждого получится. Но вот тогда почему ко всем ее действиям остаются вопросы? Почему каждый ее проект воспринимается как что-то неискреннее? Почему публика будто бы чувствует под слоем натурального меда привкус сахара? Почему слова «локальный» или «семейный» звучат у нее как маркетинг, неправда? Почему даже там, где все выглядит красиво, остается ощущение симуляции?
Может, потому что все это наиграно, и в этом нет правды настоящей жизни. Идеалистка, принцесса, которую не поняли, герцогиня, которая сбежала, мать, которая защищает детей, и жена, которая спасает обиженного мужа. Девушка, которая борется за счастье. Каждый ее проект будто бы глава одного большого сериала под названием «Сильная женщина против жестокой системы». Но мы с вами знаем, что сериал — это не жизнь. И когда все, включая детские фото, продается как контент, зритель интуитивно отстраняется. Отстраняется, возможно, потому что не хочет быть частью этой игры, где вместо честности режиссура, где вместо правды пиар-ходы, где даже дети в титрах, а вместо любви тонкий намек на подписку. Друзья, спасибо, что досмотрели видео. Подписывайтесь на канал, оцените видео, если вам близка проделанная работа, и делитесь в комментариях вашим мнением, что вы думаете о Меган. Кто она для вас, жертва или манипулятор? Давайте обсудим.